Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 28 апреля и по 4 мая. Давайте с вами узнаем подсказки карт, что спешит вашу жизнь, события ближайшего будущего на эту неделю. И начнем мы с вами с пасьянса, а после дополним колодой Таро и узнаем другие вопросы. Что неожиданно изменится или в какой из сфер жизни вы будете принимать важные решения или что-либо корректировать. К чему это все идет? То есть достанем мы такие карты, узнаем, как это будет продолжено. Для чего-то ведь мы с вами смотрим, да, как альтернативный вариант рассматриваем, но и знаки судьбы. Что нужно вам услышать, что важно знать? Конечно, останемся реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки все же вы получите. Или свою историю просчитаете. Какой-то вопрос, который вы хотите решить. И пазл сложится. Пазл уже сложился, точнее, мои дорогие. Смотрите, у вас выпала подкова. Семейное счастье. Ну, раньше это вообще один из символов на удачу. Будем говорить. И это нам говорит о том, что в центре внимания начала недели могут быть именно вопросы благополучия. И это где-то и деньги могут быть, потому что благополучие, да, или решение некоторых, может быть, и вопросов по работе, откуда-то ведь к нам деньги приходят, правда? Или если вы не работаете, ну, значит, тоже могут быть какие-то нюансы, но это все равно в таком более приятном ключе, в позитивном. Но это еще и наши домочадцы, это ваши близкие, любимые люди, или вы дома будете что-то улучшать, или делать жилье более комфортным. Вполне вероятно, у кого-то работа на дому и так. Но это все то, что нам нравится, чем нравится заниматься раз, и то, что приносит какой-то эквивалент, такой положительный, добрый. И я вас хочу пригласить во вкладку «Сообщество», перейти на канале. Там у меня краткий гороскоп, именно астрологические направления на май месяц. И энергии мая, они похожи, кстати, это у нас последняя неделя будет. И даже вот теперь, если вы смотрите заранее мои видео, вы тоже подсказки получите, потому что где-то энергетика, она близка. Те вопросы, которыми мы занимаемся теперь, скорее всего, они плавно перейдут на май тоже. Понятно, чем-то это дополнится. А также на второй мой канал Астро Эспирационе. Там уже есть прогноз на май месяц. И смотрите, есть листва. Это ожидание. Ну, может быть, и ожидание документа, будем реалистами. Может быть, я не исключаю и пустое ожидание. Вы какой-то выбор можете делать. Ну, давайте посмотрим, что тут нам еще расскажут. Может быть, ожидание встречи, почему нет, мои дорогие, сердце. Кто-то добивается вашего сердца, любви буквально. И это хороший знак, потому что иногда, когда выпадает нож, то это разбитое сердце, это как какое-то разочарование. Я уже вижу, рукоятка ножа у нас выпала в одном, как бы вот в этом квадрате, да, а меча самого по себе или ножа уже не выпало, стало быть, это что-то доброе. Может быть, признание в любви, мои дорогие, или решение каких-то личных вопросов, но не все так быстро. Ожидание может быть. Смотрим дальше. Что же тут у вас еще совпало? Победа. Сердце и победа. Может быть, важный разговор. Знаете, мои дорогие, козероги, у кого была ссора, правда, это не теперь, а вот, может быть, прежде. Или, ну, условно, надулись, да, вот есть такое выражение, надулись друг на друга. Или вот, ну, не поняли, то тогда вы можете примириться. Или откровенные какие-то очень важные беседы совершить на этой неделе, когда будет означать ту победу, когда больше определенности, больше ясности в отношениях. Хотя, конечно, я могу предположить, что эта победа будет касаться каких-то иных вопросов. Может быть, ну, самая разная палитра. Победа — это могут быть и важные согласования, это могут быть какие-то походы по инстанциям, и не впустую, а именно по делу, по теме, значит, какой-то эквивалент будет. Но вы знаете, козероги, у вас вот эта неделя
Именно на личную жизнь как будто ориентирует. Ну, смотрите сами, какие у нас с вами выпали значения. Подкова, да, и все, что я сказала. Сердце, кто-то добивается сердца или история любви. Ну, для тех, кто один или одна. Вот, кстати, самое время подумать и завершить свой сольный вариант. Расширить, может быть, как минимум горизонт, кругозор или возможности контактов, может быть, позволить новым людям прийти в вашу жизнь. А я вот, кстати, не досмотрела. Правда, надо завершить одиночество. Наоборот, посмотрите, у вас выпадает, как и ожидание, и закрытый путь. И для кого-то завершается это ожидание, правда? Но я могу также предположить, все же мы все разные, это само по себе как бы одно значение и второе. И, может быть, это когда вы куда-то собирались, а тут не будет этой необходимости ехать или что-то согласовывать. Или вы ожидали кого-то, тоже тут что-то может поменяться. Или вы из-за того, что какой-то вопрос, может быть, на этой неделе, но не так быстро решается, такое тоже могу допустить. Когда есть регламент, да, вот я всегда говорю по документам, сколько себя не дергай, это все бессмысленно, только потратишь нервы, больше ничего. И если действительно нужно какой-то документ подождать 3, 5, 10 там дней, ну, как это, сообразно тому, что вы, чем вы занимаетесь, но, значит, все это постепенно все равно встанет на свои места. Но я не договорила. Личная жизнь, подкова, сердце, победа, мои дорогие, любовь. Вот знак розы – это и есть любовь. Поэтому личная жизнь, ну, тут играет разными красками или желаниями, мои дорогие. И такое тоже могу вполне допустить. В приятных таких энергиях я вижу эту неделю. И в нашем пасьянсе мы можем сложить как по вертикали, так и по горизонтали крайние карты. И я вижу, посмотрите, гости. Может быть, вот эти гости переносятся по времени или какая-то коррекция идет. Может быть, это вы ждете кого-то в гости, а у человека попросту не купил на назначенную дату билет, и это будет некоторая задержка. Или это вы собираетесь в гости и тоже тут не готов какой-то документ или виза. Ну, значит, все равно у вас все, победа будет. Вы останетесь, мои дорогие козероги, довольны тем результатом, который вы получите. И забегая немного вперед, правда, посмотрите на май и прочитайте, точнее, гороскоп. Время работает на вас. Не торопитесь куда-то. Здесь тише едешь, дальше будешь. Иногда в нашей жизни так бывает. Мы что-то форсируем, а в результате потом понимаем, ну и зачем я сам себя дергал или дергала. В конечном итоге, ну, где-то все равно решается в одних временных рамках. Смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу я больше совпадений, поэтому мы перейдем к нашему Таро-прогнозу и узнаем, что неожиданно будет меняться, мои дорогие, или в какой сфере жизни, с чем это связано, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения или что-то корректировать. Что изменится? Или, может быть, заставит измениться и вас? И к чему все идет? Продолжение следует. Какое? Для чего это было нужно? Следующая карта – знаки судьбы. Это то, что вам нужно знать или нужно услышать. И достанем сразу вторую карту, к чему это все идет, для чего это нужно. По основным сферам жизни в одну карту смотрим энергии. Ваши честолюбивые планы, достижения, у кого-то документы, у кого-то и учеба. И последняя наша карта – любовь и личная жизнь. Давайте узнавать, что же там в неожиданностях. А ведь правда, вы все равно либо вы куда-то едете, либо к вам кто-то едет. Либо, если вы надумали себе какие-то посещения инстанций, согласований, юристов, чиновников или смену по работе каких-то, ну, тоже некоторых позиций, построение карьеры, или когда вы хотите занять должность, или происходят сами по себе перемены на работе. Ну, я здесь вижу вас
ну, как активным человеком. Но, кстати, рыцарь все же Пентаклей, движение есть, безусловно. Но я говорила, не торопись, время работает на тебя. И это действительно, это как в неожиданностях, здесь для вас будет важно рассмотреть каждый нюанс. Добрые дела наспех не делаются, а что-то крупное, весомое или надежное, мои дорогие, строится из мелочей. Вот об этом нам говорит карта. И это касается как и документов, и заработка. Это какая-то конкретика, потому что пентакли. Может быть, это какой-то даже новый проект. Все-таки рыцарь– это где-то в самом начале еще наши приложенные действия, активность. Что-то вы уже совершили, но пока еще, может быть, общая палитра не ясна, как это будет продолжаться или каким образом это будет развиваться. И в неожиданностях где-то нужно быть готовым к тому, что придется, может быть, мелкие планы как раз и корректировать. Из-за того, что первое, где-то будут меняться обстоятельства, раз, и могут быть переменные в судьбах людей, вот, кстати. Это тоже будет на вас оказывать влияние. Это не то, что вот именно вас как-то касается, но это будет касаться в том контексте, когда коррекция планов будет необходима. Поэтому куда-то не торопитесь. Уделяйте внимание мелочам, и себя как будто не нужно подгонять. Видимо, в неожиданностях, может быть, кстати, и будет какой-то такой момент, когда вам что-то предложат. И также по этой карте, кстати, если вы решаете вопросы по финансам, то тут будет очень положительным направлением рассмотреть новые типа варианты заработка или системы взаиморасчета. Уделить внимание вообще самой концепции, как работает финансовая система. Или как она может меняться, мои дорогие, в неожиданностях. Тут тоже может быть такое, и где-то мы это ожидаем, правда, что системы взаиморасчетов могут быть вот-вот изменены, потому что что-то будет меняться либо в законодательстве, либо, ну, может быть, и в мире тоже, на самом деле. Вот даже от таких глобальных каких-то нюансов они, тем не менее, воздействуют на вас. Если вы прежде никогда не думали ни о каких-то, ну, таких мировых проблемах или как это влияет на вашу жизнь, но тем не менее каким-то образом на этой неделе это может вас заставить где-то задуматься или продумывать какую-то свою стратегию, тактику, как вы будете это осуществлять намерение или как вы будете действовать. И вы, мои дорогие козероги, придете к выводу, что вот эти неожиданности как раз и складываются из мелочей, а эти мелочи, они как будто на каком-то общемировом уровне. Но я надеюсь, вы меня правильно поняли. Ну, по сути, нет каких-то неважных деталей, к чему это все идет. Вам придется приводить мысли в порядок. Четверка мечей, куда ты не торопись. Вот две карты говорят нам о неспешности. Иногда по этой карте, как совет, нужно решить тот или иной вопрос. И тогда, если мы говорим рыцарь Пентаклей, к примеру, вам нужно срочно провести какой-то платеж, а у вас задерживаются деньги или задерживается какая-то важная встреча с человеком, я такое могу допустить, например, да, потому что именно с ним вы должны провести какие-то согласования, и предварительная была уже беседа, то есть вы нацелены именно на конкретную персону, то вы, тем не менее, сможете что-то осуществить. Это первое. Второе, если это касалось конкретно денежного вопроса, то и когда ваши деньги задержались, а платеж нужно сделать, то тогда, вот так поразмыслив и приняв во внимание даже тех людей, на кого вы не рассчитывали, вам кто-то может прийти на помощь. То есть практически, мои дорогие козероги, вот так вот мудро и где-то интуитивно вы можете найти выход даже из того положения, в котором поначалу может казаться где-то темнота. Нет у вас, знаете, как какой-то полного стопора. Тут, если и есть, мы говорим, да, вот этот закрытый путь, это какое-то временное либо затишье, либо какая-то временная пауза для того, чтобы выбрать правильный фарватер или правильных персон для того, чтобы решить свой вопрос. И неважно, чего это касается, либо это
Ну, в основном это, понятно, денежные вопросы или это вопросы документы, учеба, согласование, высокие инстанции, ну, какие-то официальные учреждения в том числе. Знаки судьбы, давайте узнаем. Вам пространство, мои дорогие, помогает. Поэтому вот есть такое выражение, нужно ехать, это больше для автомобилистов применяется, нужно ехать со скоростью своего ангела. И вот скорость вашего ангела, она говорит, ты тут не очень торопись вообще на этой неделе. Вот, кстати, для автолюбителей, а ведь и правда, снизьте-ка вы скорость на этой неделе, и куда-то вы не спешите. Тут, наверное, неделя, когда тише едешь, дальше будешь. Не создадите для себя каких-то, ну, ненужных ситуаций. И будем говорить, ведь дорога, это никогда не знаешь, что произойдет. И у вас добрые карты, вам это просто помогает. Даже если вы люди ответственные, ну так на дороге много других людей, от которых непонятно, что ожидать. Поэтому берегите себя, мои дорогие козероги. Вам пространство помогает, и вам помогает буквально ваш ангел-хранитель, потому что по тузу Пентаклей иногда это нам тоже хотят сказать карты. Это какая-то возможность. Тут все решится в свое время. И деньги, кстати, вы получите. Ну, даже если и есть какие-то паузы, задержки, вы их получите. А если нужно, как я уже говорила, совершить платеж, есть и тот человек, который выручит вас или придет вам на помощь. Хотя это может касаться не обязательно денег, а это какая-то, может быть, даже проблема, которую вам нужно решить. Вот так вот обстоятельно, уверенно. И значит, будут те контакты, когда человек вам может дельный совет дать. Но по тузу Пентакли здесь и мы и учиться чему-то можем. И вот я говорила, рассмотрите как финансовую систему. Это можно тоже рассматривать как отдельно взятую науку, например, да, или какие-то прохождения курсов. Все же туз говорит о начальном каком-то сведении, знаниях, да, или о начале у кого-то карьеры, новой должности. Но в конечном итоге еще добавить знаний, вот как знаки судьбы. Да, тебя, Козерог, вот так судьба вам желает передать. И ангелы тебя сейчас поддерживают. У тебя добрый период. Но ты тут не гони лошадей. Вот внимание к деталям тебе буквально помогает. Тебе помогает, когда ты не срываешься с места в карьер. И когда добавляешь знаний в свою жизнь. Ну, может быть, самых разных. Но у тебя все происходит ровно как задумано, наверное, или прописано в небесных скрижалях. Но это точно. И тут вот я могу добавить, говорила, деньги и ваша какая-то деятельность профессиональная, ну или как достижение, пусть даже вы не работаете, ну, кто знает, может быть, кто-то на пенсии и как раз ищет этот вариант работы на дому, значит, вы его найдете. Рассматривайте все варианты. Карта императрицы– это в целом благополучие, но это еще как статусная карта. Вы можете поменять статус, мои дорогие. Кто-то, к примеру, поменяет статус благодаря личной жизни. Может быть, кто-то предложение руки и сердца получит. Или, мои дорогие мужчины, это вы будете кому-то признаваться в любви или делать предложение. Почему нет? Может быть, это для вас такая важная женщина в вашей жизни. Но ведь это еще у нас карта дипломатии. Это для всех. Поэтому умение договориться, умение выстроить правильный диалог, мои дорогие. Быть где-то готовым к компромиссу, не быть непримиримым. Здесь есть какая-то тема, которую нужно решить не совсем так, как вы это привыкли делать. Здесь вообще нужно отойти от какого-то шаблона, от какой-то привычки, мои дорогие. И вот об этом в первую очередь нам говорит четверка мечей. Для чего девушка размышляет, а она понимает, какая-то прежняя привычка или то, но какой-то шаблон поведения, метод работы уже не работает или не приносит того эквивалента, как хочется. Поэтому силу привычки нужно где-то оставлять. Но каким образом? Вот она и обдумывает, чего и вам желают, и где-то это на перспективу. Поэтому прекрасное время на этой неделе для себя новые как раз привычки какие-то заложить, и, может быть, от старых отказаться. Я такое допускаю. На кону императрица, ваше благополучие, ваше счастье.
Ну и одновременно достаток. Дела, работа, бизнес, правда, какое-то направление нужно менять. Здесь знаете, в чем концепция? Нужно вам увидеть правду, правда всегда одна. И истина тоже. Но мы часто, у нас словно замылен глаз, бывает, да? Есть такая фраза. Мы привыкли что-то видеть по старинке. Или в том формате, как опять же привыкли. А паш мечей ломает вот эти устои, ломает какие-то границы. И я говорила уже по предыдущим картам, учеба или обучение само по себе. Или пусть это будет когда вы просто ищете какую-то информацию. И рядом с нашим пажом посмотрите книги, сумка, да, куда-то он собрался в дорогу, кстати. И одновременно вот он теперь останавливается и как будто поднимает этот меч, говорит, вот теперь я знаю как. Вот это ноу-хау, мои дорогие. Вам нужно как-то для себя прояснить. И поэтому, опять же, как и привычка, так и приведение мысли в порядок, это на долгий срок. Это добрая энергия. Или, может быть, когда вы не торопитесь и себе буквально говорите спасибо, потому что какой-то вопрос или тема проясняется, и вы тогда точно видите, ну, более какие-то отчетливые перспективы. Или куда приложить ваши усилия, чтобы получить какой-то триумф или очень добрый эффект, который вас более чем обрадует. И это на все дела. Это и на документы, потому что по этой карте мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Поэтому вы тут чем-то останетесь довольны. Но это будет от вас требовать вот такого холодного рационализма именно по части достижений, согласований и абсолютно никаких энергий в плане эмоций. Вот здесь нужно беспристрастно. И если вас даже кто-то выводит из себя, помните, у вас на кону императрица, поэтому лучше свести какой-то конфликт к нулю или какой-то почетный компромисс заключить. Диалоговая форма– это ваше все. И также и новые привычки на последующий период жизни. Вам это будет помогать. Любовь. И понятно, для девятки мечей эта карта части искаженного восприятия или бессонницы. Уставшие люди делают ошибки. Иногда по этой карте вот эти как причина и следствие, да, вот это уже как следствие, а причина вашей, опять же, усталости. Потому что как эмоциональное выгорание произошло, и вам нужно, может быть, не все с вами согласны, ну и что, не конец света. Может быть, мы многим не нравимся, ну так и что теперь? Это тоже не имеет никакого значения. Но мы это вот как раз как-то остро можем воспринимать, колкие слова, едкие фразы или чье-то колючее настроение. А вот так вот, если посмотреть, вот как через призму пажа мечей, обратите внимание, он сам по себе, то ведь это к делу не относится. Поэтому мысли в порядок нужно приводить, что какая-то концепция либо не работает, либо для меня не имеет значения. Если же действительно для кого-то бессонница проигрывается, карта будет говорить о том, что вот оно, солнышко, оно уже за окном, но девушка туда не смотрит. Это ей кажется, вот она тут, посмотрите, уже много дневников исписала. И все, какой-то вопрос не решается. Правда, отойдите от какой-то привычки, от какого-то шаблона. Буквально выгляни в окно, посмотри, что происходит вокруг. Вот эта осознанность, которая для нас, с одной стороны, открывает новые перспективы и даже далекие горизонты, когда мы собственный кругозор расширяем или мы расширяем собственные контакты, позволяем людям войти в нашу жизнь, новым людям. И пусть прежняя история была, ну, такая поучительно тяжелая, но замыкаться мы не можем. Вот о чем нам говорит карта. И больше я так вижу для кого-то это из тех, кто один или одна, когда нужно закончить одиночество, или для тех, у кого действительно эмоциональное выгорание, или вот бессонница. Обратитесь к специалисту, или, может быть, вам достаточно будет просто изменить свой режим дня, труда и отдыха. Может быть и так. Но нет помех же, вы понимаете? Тут одна помеха, что мы, как эта девушка, она практически с закрытыми глазами сидит
И то, что ей вот это вот видится, представляется, она видит в глубине своей души. А на самом деле тут уже солнце восходит. Давайте я достану еще одну карту. Личная жизнь. И мы рассмотрим так. Для тех, кто в паре. Паж Пентаклей. Все то, что я говорила до этой карты. Выбор правильного направления. Вот это самое ноу-хау. И, может быть, как новые какие-то задачи вашей семьи или улучшение вашего благополучия, может быть, продолжение истории, возможность примириться и как все начать сначала. Но тогда примите во внимание, что мы не вспоминаем друг другу какие-то прежние обиды. Продолжение следует, но в каком-то более новом ключе, с большим вдохновением, с большей радостью. Хотя у кого-то и сведения о ваших детях. Для тех, кто в сложных отношениях. Ну, семья, мои дорогие, я уже говорила и по картам пасьянса. Я специально достала, потому что вот эти энергии, они отчасти могут быть непонятны. Поэтому для тех, кто в паре, для тех, кто в сложных отношениях, начиная с пасьянса, как и примириться, как и для себя какие-то вопросы не случайно вам выпадают. Все-таки это подкова, семейное счастье. И здесь ваше благополучие. Здесь у вас еще и императрица на кону, причем это доброе продолжение. Не упустите чего-то. В каком бы формате не проходили ваши отношения или ваш союз здесь, если есть такой партнер, в котором вы именно уверены, потому что по пентаклям это все-таки наша уверенность, тогда и историю нужно продолжать или найти какие-то общие, ну, точки взаимопонимания, и тогда жизнь заиграет новыми красками, или вообще это нам только о благополучии и новых перспективах даже по части личной жизни. Это для всех. Поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.